Привет, друзья! В этом выпуске мы расскажем про нимфу Fresh Lure. На самом деле на эту приманку со льда я возлагаю огромнейшие надежды, потому что я видел, как ее делали, несколько было вариаций. Знаю, какой смысл в нее заложен, и думаю, что со льда это будет просто хит. Она очень мягкая, очень нежная, в приловле на спиннинг она очень требовательна к крючку. Крючок должен быть маленький, аккуратные забросы. Но со льда тут как бы ничего никуда закидывать не надо, поэтому тут должно быть все очень круто. И сейчас покажем на камеру, как она играет, как она ловит рыбу. Я думаю, что это будет прорыв. Леску я использую 0.14, головку Only Spin 0.6. Так, здесь запись. Вот основная особенность этой нимфы в том, что у нее лапки поднимаются от дна. То есть она вот лежит, а лапки поднимаются. Это основная была задумка ребят-производителей, которые делали ее. Вот она вот так прикольно играет. Как лягушонок такой. Мелкая дрожь. На каждом подбросе лапы разъединяются. Так прикольно. Можно раскачать. Оп. Чуть-чуть отдал. Оп, она испугалась. Просто ничего сейчас не буду делать. Раз попробовав, она уже Не сможет отказать себе, да? думаю, да. Ну давай посмотрим. О, подтянула ребят еще. Ну смотри, видишь, без игры не клюет. То есть она либо сейчас сама ее разыграет, либо все-таки надо подыграть. Оп. Ну все, оп, и выплюнул. Оп. А теперь оп. Не сидит. Это да. Сидит. Сидит, думаю? Сидит, конечно. Да. Сидит. Котенок. Нет. Сошел котенок. Ты понял? Ну ты уже дал я слишком долго. Да. Ну прикольно. Вообще прикольно. Как я и ожидал, в целом нимфа очень крутая. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Ну вот, к сожалению, я ловлю без застежки. И важный момент. Съехала, да, у меня съехало. Узел съехал. Да, узел съехал, и нету угла между джиг-головкой и узлом. 90 градусов. И поэтому вот получается вот такая вот полная херня. Ну, естественно, так тоже можно поймать, но приманка вообще не привлекательно играет, не стоит ровно. И, это не тема. В общем, за этим надо следить. Я просто не проверил, у меня рыба сидела. Так-то, в принципе, проблемы нет за этим следить. То есть, либо ловить застежкой, застежка акцентирует ее ровненько всегда. Либо, если без застежки, просто узелок поправлять. Ну вот она ходит и не клюет, ей как бы не нравится. Вот. Сейчас я быстренько перемотаюсь, сделаю правильно узелок, и вы увидите разницу. И я думаю, что мы поймаем. Да, вот он весь смысл вот в этом. Это очень важный момент. То есть в воде приманка будет акцентирована ровно. За счет того, что она плавающая. Опять же, если приманка не плавающая, она не сможет вывести в горизонт джиг-головку. И та будет криво стоять. Поэтому лучше, чтобы приманка стояла под углом 90 градусов. Она так лучше играет и больше нравится форели. Вот сейчас стоит. Да, вот чувствуете разницу.
Опустим на дно. Вот на дне вот эти вот лапки, вот так вот они дрожат, про что я говорил. Да, именно такой игры я и ожидал. И вот как лягушонок они развиваются. Но пока не могу понять, что ей нравится, потому что какой-то вот одной конкретной игре форель предпочтения не отдает. То есть может взять как на легкие подбросы, так и на мормышку. О, сейчас. И Опа! Хорошая рыбка, тонкая леска, поэтому сейчас будем аккуратненько вытаскивать. Оп. что происходит? Происходит вываживание на тонкой леске, друзья. Ну, на самом деле, мне по кайфу как бы тонкая леска. Ну, наверное, лучше все-таки иметь запасик побольше. Ну, что-то типа 0,16, 0,18. Я думаю, там уже проблем не должно быть. Ну, вот, кстати, рыба большая довольно. И вот тут основная проблема на самом деле у лунки. И вот сейчас она перетерла просто нижнюю кромку лунки и оторвала. Вот это проблема тонкой лески. Поэтому леска должна быть все-таки толще. Ну что сказать, чайник. Ладно, перевязывайся. Да. Так, я использую крючки Decoy Jiggy. Ну, в основном это 6 и 8 номера. Такой самый основной вес у меня 0,6 грамм. Возьмем белую нимфу. Важно ее еще правильно ровненько так насадить, чтобы она ровненько сидела. И тогда все будет отлично. Ровная насадка. Обязательно проверяем угол 90 градусов. Я взял нормальную леску уже. Поставил 0,16 новую. Та была еще и 0,12 оказалось. Мы ее проверили. И еще из прошлого года. Поэтому такой курьезный момент произошел. Вот. Угол 90 градусов. Вот так выглядит нимфа. Попробуем. Многие спрашивают про удочку. Ну, какой удочкой там пользоваться. Ну, я просто часто вижу, многие пользуют обычную там блеснилку. Но я, честно говоря, не понимаю, для чего пользоваться в ловле на резину обычной блеснилкой. Но она тяжелая, мощная. Не вижу смысла. То есть обычный скелетик, либо вот доработанный вот такой вот скелетик. То есть обычная удочка для ловли на безмотылку, для ловли на обычную мормышку, она вполне подходит для ловли на такую же, по сути, мормышку на резину. Так, запись пошла, вот они уже опускаются. Опускаются вслед за нимфой. Очень удобно ловить на опускание с практиком, повторюсь, но тяжело это продемонстрировать на камеру. Вот она уже подошла и уже сидит. Вот прикол вот этой удочки, еще раз показываю, в том, что вот на леске, там форель, потому что двигается туда-сюда, она сама вверх пошла. То есть она сидит, я на нее не давлю, вот, вообще не давлю. Никакого давления на рыбу не оказываю. Это вот безбородый крючок. То есть я ее поднял вот до такого состояния, все, она сама, кстати, идет вверх под лунку. Ну вот это небольшая. Небольшая и
самый такой ответственный момент — это вот в лунку ее завести. Ну вот она завелась. А ты видишь? Ну вот леска позволяет просто на нее уже даже давить. Вот я сейчас без воды, без всего. Все вытащилось. Нимфа фрешлюр, супер, просто бомба. Супер зимняя приманка. Такая вот рыбка. Проводочку. Красиво. Да. Ну, я думаю, что это хит будет, потому что реально клевая приманка. Я и летом ей неплохо на платниках ловил, но, повторюсь, она очень требовательна к крючку, когда идут какие-то забросы там резкие. Тяжело, она порой перехлестывается. Зимой этого не будет, поэтому будет все супер гуд. Опять же, не забываем про 90 градусов. И вот все отлично. Тихо-т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 ихо. Нимфа очень хорошо работает на опускании. Форель настолько завелась от нимфы, которую я оторвал у нее из пасти, что она начала камеру атаковать. Так, вот она. Точнее, тут... понятно все. Не дала, к сожалению, форель. К сожалению, не дала форель нимфе дойти до... До объектива камеры, Да, чтобы видно было. да. Камеру настраиваем ближе к дну, пока опускаем, и вот именно на Да, опускании. вот в чем прикол этой нимфы, то есть и даже летом она очень хорошо создает, ну, как это сказать-то, за счет объема и за счет плавучести она прям парит, скажем так, парит. Ну вот, сейчас опустилась. К сожалению, да, вот опять был сход рыбы, и мы видим, что угла нету, и сейчас клевать не будет. Перехлестнулся. Да. Надо доставать. Либо с застежкой, либо доставать и следить за вот этим узлом. Я привык без застежки, поэтому у меня такая схема. Она, повторюсь, очень хорошо планирует, и по практику очень удобно начинать проводку именно сверху. То есть не обязательно опускать там ко дну. Так вот практика из воды вынут. Да, сейчас вынут. Ну я сейчас ловлю-то по дну, я просто хочу показать проводки. Ну, классическая проводка, классическая мормышка. Подбросы лягушонка, второй тип проводки. Тоже очень привлекательно она играет. Вот. И вот такие вот амплитудное мормышение такое вот. Когда нимфа прям вот так раскачивается. Ну это как вибы мы качаем, в принципе, вот из этой оперы. Можно такими легкими подбросиками тоже привлекать рыбу. Но в любом случае какого-то одного рецепта успеха нету. То есть постоянный эксперимент. Как с цветом, потому что цвет тоже и зимой играет большую роль. Но вот именно задумка в этой нимфе, чтобы лапки никогда не перехлестывались, стояли над дном и привлекали внимание форели. Вот, кстати, сейчас рыба подошла, вот завелась. Буду играть монотонно, ничего не буду менять вообще, вот посмотрим. Среагирует она или нет.
можно делать такие вот паузы подольше. Иногда рыба сама находит приманку. Подходит к ней и клюет. Вот сейчас рыба подходила, я сыграл лишний раз. И она такое ощущение, что испугалась. Ну вот мы зависли, можно сказать, на этой лунке. И тут уже есть подозрение, что осталась только пассивная форель, которая вот, ну, не хочет брать. Смысла, условно, выдрачивать ее, ну, нету просто. Проще пробурить, на самом деле, лунку и найти более активную форель. То есть поиск форели никто не отменял. Там сидеть на одном месте тоже большого смысла нету. Хотя вот рыба есть, вот она подходит периодически. Может как бы и свежая рыба подойти. Опа! Подсек, сейчас я в никуда. Потому что подсекал, по сути, по камере. Но... Подсекай. Вот. Да. Я только хотел сказать, что, ну, главная особенность резины Fresh Lure в том, что там есть какие-то истории, не знаю, я в них верю на самом деле. Вот прикол катушки с грамотно сделанной, с шайбочкой, с фрикциончиком. Все, вот рыба давит. Вот, кстати, вот эта рыба, она другая, она наверх не идет, она давит вниз. Вот, и вот она сидит. Прикол резины в том, что рыба ее дожирает. Ну реально, то есть она к ней притронувшись, это и на спиннинге видно, и со льда это видно. Она ее дожирает. Если она ей понравилась, она не бросает, то есть она куснула ее. В этом отличие качественной резины от обычной резины. Поймать в целом можно на любую. Тут я уже, конечно, не спорю. Да, но рыба сошла. И сошла она опять, к сожалению, из-за того, что она перепуталась с проводом камеры. И камера выбила у нее из пасти приманку. Но это неизбежно, мы снимаем, то есть это не простая рыбалка. Мы снимаем, поэтому мы жертвуем какими-то моментами. Блин, вот она даже, я не могу ее подтянуть. Но не суть, суть вы видели на камере, на вываживании. Суть в этом. Сейчас я подтяну. Ну да, вот. То есть она загоняет туда, у нас провод от камеры. Она загоняет приманку под камеру и, к сожалению, выбивает как бы у форели. Понятно, что на обычной рыбалке камеры бы не было, я бы ее вытащил, все было бы нормально. Еще бы хотел акцентировать внимание на цветах, потому что цвета, ну, часто рулят. Понятно, что есть какие-то базовые цвета, то есть, ну, например, если меня кто-то спрашивает, базовый цвет, два цвета я назову, белый и шартрес. Но часто бывает так, что рыбу задалбывают вот эти вот цвета, и с цветом надо экспериментировать. Недаром вот часто там фиолетовый доширак, вот сейчас за фиолетовым дошираком гоняются. И у нас на соревнованиях не раз рулили какие-то темные цвета, коричневые, иногда черный, и иногда синий прям вот вышибает, и все. То есть другой цвет ставишь, не клюет, делаешь все то же самое. Потом ставишь какой-то темный цвет, и сразу начинаются поклевки. Я вот сейчас попробую поймать на вот такой вот коричневый цвет, 120-й. Посмотрим, покажем вам, как он выглядит в воде. И, ну, я думаю, что сейчас, правда, активность еще пока рыбы довольно большая. Не факт, что нужно переходить в более темный цвет, но попробуем. Смотрите. Вот так вот выглядит в воде коричневая нимфа. Не так ярко, как белая и шартрезная, например. Но в целом ее тоже видно. Лягушонок пошел. Пока рыбы нет, можно более амплитудно поиграть, порезче. Для того, чтобы ее подтянуть.
Возможно, она и не подтянется на самом деле на этот цвет, потому что мы вот ловим в данный момент по активной рыбе. По активной рыбе такие цвета, ну, они не нужны. Активная рыба — это яркие концентрированные цвета, которые больше провоцируют рыбу. Вот, кстати, вдалеке ходит рыба, но... О, заинтересовал. Но не взяла, вот отвернулась. Вот. Опять же, влияние цвета. Я думаю, что если бы сейчас было что-то яркое, мне кажется, вряд ли бы она отвернулась. Я хочу фотку сделать коричневой нимфы. Телефон не уронил. От звука делать. Ну что, про нимфу рассказали. Думаю, подробно, и этого вполне достаточно. Пробуйте. Я думаю, она реально может сделать неплохой результат. Всем пока.